Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как засолить сало сухим способом. В прошлом видео я показывал, как его замариновать в рассоле, а сухой способ имеет ряд преимуществ. Это время засолки и хорошее качество сала. В первую очередь необходимо правильно выбрать сало. Оно должно быть мягким и хорошо отделяться от кожи. Для проверки качества сала необходимо взять ноготь и провести по салу по длине. И здесь должно быть, как на масле, остаться кусочек сала. Затем берем тот же ноготь и с помощью пальца стараемся отделить кожу от сала. Отделяется легко, значит сало будет и кожица мягкими. Для засолки сала понадобится обычная каменная соль, но только не экстра и без йода. На 1 килограмм сала необходимо 1 стакан соли. Также я возьму специи хмели сунели. Можно брать специи для сала или молотый черный перец с лавровым листом. И как всегда понадобится небольшая нержавеющая емкость и небольшой кружок из дерева. Для начала сало необходимо хорошо помыть холодной водой и поскоблить ножом шкурку, чтобы не было на ней шерсти. Я слегка поскоблил от грязи сало с помощью ножа, и видно, что на ноже осталось сало. Консистенция похожа на сливочное масло. После этого необходимо вытереть сало с помощью бумажного полотенца или дать ему высохнуть на воздухе. Теперь острым ножом разрезаем сало на полоски толщиной 5 см. После этого на дно сухой посуды необходимо насыпать 1-2 см каменной соли. Берем кусочки сала, обмакиваем их со всех сторон в соли и укладываем неплотно, чтобы между ними еще попала соль. Укладывать сало необходимо шкуркой вниз, чтобы она хорошо просолилась и не была жесткой. Вот сало уложено на дне, берем стакан соли и аккуратно посыпаем еще раз все сверху. Вот сало готово к засолке. Засыпать его солью полностью не нужно, потому что оно хорошо в соли обвалено и соль хорошо впитается. Для того, чтобы выбирать лишнюю влагу из сала, необходимо положить деревянный кружок, чтобы сюда впитывалась вода. После этого необходимо поставить емкость с салом в холодильник или в другое прохладное место с температурой не более плюс 8 градусов Цельсия. В холодильнике оставляем сало на 3 дня и после этого достанем сало, счистим лишнюю соль и хорошо обваляем его в специях. Вот прошло 3 дня и сало сухого посола уже почти готово. Посмотрим, как оно себя повело. Здесь видно, что влага почти не выделилась, соль стала немного мокрее и поглотила всю влагу, которая из него выделилась. После этого необходимо взять кусочки сала и хорошо их обчистить от соли. Можно соскоблить ножом, а можно просто помыть холодной водой и дождаться, пока оно подсохнет. Сало мягкое, поэтому много соли осталось на сале и придется его помыть под холодной водой. К тому же в специи, которые я буду применять потом, есть соль, поэтому необходимо как можно сильнее снять верхний слой соли с этого сала. Сало помыто и нужно дождаться, пока оно слегка обсохнет. Вот сало подсохло и можно обвалять его в специях. Я использую покупные специи хмели сунели, в них уже есть соль, но вы можете использовать любые другие по своему усмотрению. Насыпаем специи в небольшую тарелку. И аккуратно обваливаем со всех сторон в них сало. Обтрушиваем излишки и укладываем каждый кусочек в отдельный пакет.
конечном итоге у меня получились такие симпатичные пакетики с салом. Теперь необходимо поместить их на сутки в холодильник и после этого переместить в морозильную камеру, чтобы оно хорошо вымерзло. Сало, замороженное в морозильной камере, получается наиболее мягкое и вкусное и очень долго хранится. И вот прошли сутки, я достал сало из холодильника и посмотрим, какое оно получилось. Теперь можно его немножечко отрезать и попробовать на вкус, хватает ли в нем соли. Сало получилось очень нежное и в меру соленое. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео, как засолить сало сухим способом. Если у вас есть свои фирменные рецепты засолки сала, пишите комментарии, присылайте их, и мы попробуем их приготовить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!